Почему нас ждет самая большая инфляционная ракета в истории? Почему 34 глав центральных банков мира в панике? Какой будет следующий шаг мировых финансовых властей во многих странах? Когда все это закончится? Что будет с рынком акций и облигаций? Что будет со всеми мировыми валютами? Какой признак того, что рынок золота достиг дна? Еще много интересного. Всем привет, вы на канале Золотой Стандарт, с вами Городовой Данил, поехали. По мнению знаменитого аналитика-прогнозиста Эгона фон Грейца, темные годы почти наступили. Мир приближается к режиму выживания. По общему признанию, если вы идете в ресторан высокого класса в Нью-Йорке, Лондоне или Цюрихе, там нет признаков нищеты, а вместо этого невероятное богатство. То, что происходит со средним классом в США или Англии, еще не достигло Уолл-стрит или лондонского Сити, где в изобилии изысканная еда и текут отличные вина. То же самое происходило на пике Римской империи 2000 лет назад или в 1929 году, как раз перед тем, как индекс Доу Джонса рухнул на 90%. Мейн-стрит уже находится в режиме выживания. Стоимость жизни выросла до такой степени, что обычные люди не могут себе позволить даже базовые вещи. Энергия, топливо, продукты питания, ставки по ипотечным кредитам, арендная плата и многое другое за последний год выросли на 10, 20 и более процентов. Все произошло так быстро, что люди в шоке, но это факт. Настоящие страдания обрушились на простых людей. Для Мейн-стрит это не вопрос сведения концов с концами, а вопрос экономического выживания. ФРС и другие так называемые независимые центральные банки делают все возможное, чтобы усугубить кризис. Две официальные задачи ФРС – стабильная инфляция и полная занятость. В последние годы ФРС определяла ценовой уровень инфляции на уровне 2%. Как они к этому пришли, они, наверное, и сами не знают, так как в 2% нет ничего хорошего. Потому что годовой уровень инфляции в 2% означает, что цены удваиваются каждые 36 лет, что крайне нежелательно. В любом случае, увеличив денежную массу М1 на 19 триллионов долларов в период с 2006 года по декабрь 2021 года и сохраняя процентные ставки на уровне 0%, они понятия не имели, почему инфляция растет. Многие из нас смеялись над Паулом и Лагард, когда они называли рост инфляции переходящим. Посмотрите на график. Гиперинфляционная ракета. Совершенно невероятно, что главы ФРС и ЕЦБ крупнейших центральных банков мира не обладали базовыми знаниями, чтобы понять, что неограниченное свободное печатание денег в течение более 10 лет подобны спичке, которой достаточно, чтобы поджечь фитиль самой большой инфляционной ракеты в истории. В период с 2009 года по январь 2021 года, например, NASDAQ вырос в 16 раз, S&P в 7 раз, а цены на жилье в 2 раза. Но для удобства ФРС эта гиперинфляция цен на активы не считается инфляцией. Таким образом, ФРС могла бы продолжать выполнять свою главную цель – делать богатых еще богаче. Поскольку ФРС была задумана частными банкирами в 1910 году с главной целью обогащения банкиров и их друзей, ясно, что об этой элитной группе они будут заботиться в первую очередь. Нулевая инфляция и процентные ставки. Осенью 2021 года, когда инфляционное пламя достигло потребителей, ФРС, ЕЦБ и другие центральные банки застряли в своей летаргии с нулевой инфляцией и нулевыми процентными ставками. Но по мере приближения 2022 года многие центральные банки по всему миру осознали тот факт, что инфляция никуда не денется, поскольку к этому моменту богатые, вероятно, успели диверсифицировать свои портфели с помощью реальных активов. Банкирам пришло время ужесточить политику. В глобальном масштабе ФРС и другие банки без исключения всегда отстают, поэтому они слишком долго наводняли рынки по всему миру бесполезными печатными деньгами, производство которых им ничего не стоило. И теперь они осознают тот факт, что ускорение печатания денег – создание долга с 2019 года является не просто инфляционным, а гиперинфляционным. Итак, инфляционная ракета запущена. Паул, Лагард и по меньшей мере 32 других главы центральных банков мира перешли от летаргии к панике и таким образом координируют серию повышений процентных ставок по всему миру. Бесконечное печатание денег. Поскольку обычные люди в мире сейчас существенно страдают из-за резкого увеличения повседневных расходов, они больше не могут сводить концы с концами. Следующим шагом, который мы увидим во многих странах, будет возобновление печатания денег или количественного смягчения. В Великобритании новый канцлер Вартенг, министр финансов, решил оказать крупную поддержку предприятиям и частным лицам за счет снижения налогов и социальных сборов, энергетических субсидий и так далее.
Общая стоимость будет исчисляться сотнями миллиардов фунтов стерлингов в ближайшие годы. И без того слабый фунт упал еще на 5%, а ставки выросли. Фунт потерял 24% с мая 2021 года. Таким образом, последствиями безвозмездной раздачи британского бюджета будут более высокая инфляция и более высокая стоимость жизни людей. Это порочный круг, в котором окажется большинство наций. В этот раз все по-другому. Инвесторы фондового рынка на протяжении десятилетий были настолько уверены в том, что их друзья-банкиры спасут от любых крупных потерь, и то, что любое падение на рынке является возможностью для покупки. Таким образом, у нас есть целое поколение инвесторов, которые никогда не видели устойчивого медвежьего рынка, поскольку их всегда спасали центральные банки. Но на этот раз все иначе. Поверьте мне на слово, центральные банки в настоящее время взяли курс на дефляцию всех рынков активов. Как обычно, это будет продолжаться дольше, чем кто-либо ожидает. В конечном итоге это превращается в порочный круг с более высокими ставками, более высокой инфляцией, еще более высокими ставками, еще больше инфляции, пока и центральные банки и рынки не впадут в панику, когда мир вступит в депрессивную гиперинфляцию. Может быть трудно понять, что депрессия и гиперинфляция могут происходить одновременно, но когда цены на активы рухнут, помните, что они не измеряются показателями инфляции, цены на потребительские товары вырастут. И это именно то, что мы наблюдаем сейчас. Акции упали примерно на 25%, облигации упали, рынки недвижимости находятся под давлением, а продукты питания, энергия, топливо, ставки по ипотечным кредитам и так далее растут на 15-50%. Когда это закончится? Это идеальный шторм, но помните, что это только начало, и как я уже говорил в многочисленных статьях и интервью, опера не окончена, пока не спела примадонна. Когда же она начнет петь? Что ж, если это конец очень большого цикла, как я полагаю, может пройти десятилетия или больше, прежде чем это случится. Мы, конечно, должны помнить, что активы не обрушаются за раз. Будут резкие коррекции, которые поначалу вызовут у инвесторов эйфорию, но большинство реакций будут недолговечными, поэтому покупка на падениях может быть очень опасной. Сначала мы увидим, как гиперинфляция укрепится должным образом, а рынки акций и недвижимости упадут как минимум на 75%. А возможно и на 95%. Облигации не перестанут падать, пока ставки не превысят 20%. Многие облигации обнулятся из-за дефолта заемщиков, включая многие суверенные государства. США или ЕС не назовут это дефолтом, они просто создадут новую валюту, такую как CBDC, цифровая валюта Центрального банка, и с помощью волшебной палочки заставят исчезнуть весь долг, который они создали. Но вы не можете заставить долг исчезнуть без последствий. Если долг будет списан или заметен под ковер, стоимость активов, поддерживаемых за счет долга, также рухнет. И именно так мир перейдет от депрессивной гиперинфляции к дефляционной депрессии. В этот момент большая часть финансовой системы выйдет из строя. Выше приведенный сценарий является неизбежным следствием мира, который жил непосредственно в течение века, и особенно с 1971 года. Мало кто понимает, например, что США жили непосредственно и постоянно увеличивали свой долг последние 90 лет. Мировой долг составляет 2,5 квадриллиона долларов США. С глобальным долгом, условными обязательствами и деривативами в размере около 2,5 квадриллиона долларов существует множество активов обязательств, которые должны рухнуть, прежде чем мир снова сможет продемонстрировать здоровый и свободный от долгов рост. Взрывной рост денежной массы. Перед дефляционным взрывом мир переживет самое грандиозное в истории печатание денег и создание долгов. Это станет последней отчаянной попыткой центральных банков и правительств решить долговую проблему за счет еще большего бесполезного долга. Это безумие станет грандиозным финалом фейерверка, который знаменует конец еще одной эры финансового и экономического краха. Подъемы и спады, конечно же, характерны для экономических циклов и всегда случались в истории. То, что мир переживает сейчас, является глобальным событием, в котором участвует каждая страна и каждый центральный банк. Таким образом, на этот раз масштаб проблемы намного больше. Как и во всех прогнозах, здесь мы говорим о вероятностях. Как мы все знаем, в жизни мало определенности. Но мы знаем, что сейчас риск выше, чем когда-либо в истории. Никогда прежде мир не испытывал эпических пузырей такого масштаба на глобальном уровне. Как говорит мой друг, это может случиться, но не при моей жизни. Такое отношение является частью здравого человеческого оптимизма, что это не произойдет в одночасье. В любом случае мы говорим о риске, а не об уверенности. И когда риск высок, каждый должен подготовиться и защитить себя и свою семью. Помните, что никто не продаст вам страховку от пожара после того, как пожар начался. Что мы знаем наверняка, так это то, что будущие историки расскажут миру, что и когда произошло на самом деле.
Я бы с удовольствием ненадолго восстал из мертвых, чтобы убедиться, будущие эксперты и историки скажут, что это был самый очевидный коллапс в мировой истории, и до сих пор его практически никто не видит. Но, как я часто говорю, взгляд в прошлое – самая точная из всех наук. При чрезвычайном риске требуется чрезвычайная осторожность. Акции. В своих статьях с середины августа я предупреждал об эпическом обвале акций, долгов, валют и так далее, говорит Эгон фон Грейтс. А ваш покорный слуга делал прогнозы на будущие экономические процессы еще год назад и волновой анализ рынка акций 9 месяцев назад, которые осуществились. Посмотрите видеоролики, ссылки в описании. Продолжим. Что ж, это происходит здесь и сейчас. Индекс S&P 500 упал на 15% в середине августа, и в ближайшую пару недель вполне вероятно еще одно падение такого же масштаба. Но даже если это падение произойдет и мы увидим временную паузу и коррекцию, долгосрочный медвежий рынок только начался. Валюты. С 1971 года доллар и все другие валюты потеряли 97-99% покупательной способности. Это можно измерить в реальном выражении по отношению к единственной сохранившейся в истории валюте – золоту. Посмотрите график «Основные валюты против золота». Таким образом, валюты участвуют в гонке, кто первый достигнет дна, и за первое место в этой гонке нет награды. Очевидно, что все валюты не могут одновременно падать друг против друга, и поэтому они чередуются. Это была полувековая гонка, и ни у одной валюты нет достаточной выносливости, чтобы лидировать все время. В целом, швейцарский франк показал лучшие результаты благодаря, вероятно, самой управляемой экономике в мире. Когда я начал работать в Женеве в 1969 году, $1 стоил мне 4,3 швейцарских франка. Сегодня тот же доллар стоит мне 0,98 швейцарских франка. Это означает, что доллар потерял 77% по отношению к франку. Говорить о сильном долларе в данном случае явно смешно. Так что на данный момент доллар демонстрирует временную силу, но ситуация, вероятно, изменится относительно скоро. Когда текущая денежная эра подойдет к концу в течение, возможно, 5-8 лет, все валюты обесценятся. Это ничем не отличается от любой денежной эпохи в истории. Золото. Из-за лени и условности золота измеряется преимущественно в долларах США. Например, даже в британских, немецких или других европейских СМИ всегда указывается цена золота в долларах. Но точно так же, как цена на жилье в Великобритании или Германии не указаны в долларах, также и золото не должно всегда оцениваться долларами США. Если фунт или евро являются вашей базовой валютой, вы должны измерять золото в ней. Абсолютно правильный путь – это, конечно, измерять золото в граммах. Зачем измерять настоящие деньги, золото, в фиатной валюте, когда фиатные валюты со временем всегда обнуляются? Да, может быть приятно измерять золото обесценивающейся валютой, но это, конечно, не отражает реальную стоимость золота. Золото, измеряемое в долларах, временно ослабло, но это не имеет особого значения. Это касается только доллара США, который в настоящее время переоценен. Если вы измеряете золото в евро, фунтах, иенах, австралийских долларах и так далее, золото очень близко к историческим максимумам. Скоро оно достигнет исторического максимума и в долларах США. В Wall Street Journal недавно публиковали крупную статью под названием «Золото теряет статус актива убежища». Без исключения эти статьи всегда появляются, когда рынок достигает дна. Сохранение богатства. Финансовое здоровье инвесторов сейчас находится под серьезной угрозой. Если, как я считаю, акции выходят в долгосрочный медвежий рынок и не остановятся, пока не упадут на 75-95%, у большинства инвесторов серьезные проблемы. Если облигации и недвижимость также рухнут, то безопасных классов активов останется немного. Золотые акции имеют большой потенциал роста, но если они хранятся в финансовой системе, они подвергаются риску. Добавлю к словам автора, что в России есть риск для инвесторов национализации золотодобывающих компаний. Учитывая текущие проблемы на финансовых рынках в сочетании с глобальным уровнем долга, включая рынок деривативов, сильно заемная и раздробленная банковская система также чрезвычайно рискована. Высшей формой сохранения богатства является физическое золото. Но бесполезно держать свои активы для сохранения богатства в рискованной банковской системе. Еще хуже, конечно, держать бумажное золото в ETF или других фондах. Значительные объемы физических драгоценных металлов хранятся в крупных швейцарских банках. Два крупнейших швейцарских банка имеют большую долю заемных средств и страдают от одного крупного кредита или убытков по деривативам, исчисляемых миллиардами швейцарских франков, и они меняют высшее руководство почти так же быстро, как обычные люди меняют рубашку. Это точно не показатель здоровья. Золото должно храниться в физической форме на ваше имя с возможностью личного доступа к ним.
Драгоценные металлы, хранящиеся в банках, не застрахованы. Страховые компании, вероятно, понесут большие убытки по своим активам, поскольку их первичные инвестиции в акции и облигации рухнут в цене. Поэтому важно хранить металлы в безопасных депозитариях. Помните, что нас ждет нехватка многих продуктов, включая продукты питания и другие предметы первой необходимости. Поэтому держите определенные запасы. К сожалению, сейчас мир вступает в темные времена, поэтому, подготовившись, помните, что самое главное в жизни – это семья и друзья. Именно этот круг поддержки будет самым важным в ближайшие годы. Друзья, если у вас возникли вопросы более выгодного вложения, безопасности, сохранения крупных сумм, обращайтесь за консультацией, контакты в описании. Все, что приведено в видео, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Подписывайтесь, чтобы не пропустить аналитику по золоту и рублю. Также подписывайтесь на Дзен, там много интересных статей. Берегите себя и близких, готовьте свое светлое будущее уже сейчас и помните, образование и золото – лучшие инструменты инвестирования на протяжении 5000 лет.